Окраина города встретила ноябрь промоглым сквозняком, гулявшим по бетонному навесу зоны погрузки. Огромный строительный супермаркет «Мастер-Сити» гудел как улей. Газели, грузовики, погрузчики, грохот металлических профилей и сухой запах цементной пыли — здесь жизнь кипела с раннего утра до позднего вечера. В центре этого хаоса шустро маневрировал Виктор. Вите было за 30, но выглядел он как настоящий богатырь. Широкие плечи, мозолистые руки и невероятно теплые светлые глаза, абсолютно не вякавшиеся с его суровой профессией. В магазине его знали все, от кассирш до управляющего. Витя отличался редкой в наше время чертой — он работал на совесть. Погрузит ли поддон с кирпичом или аккуратно уложит хрупкую керамическую плитку, за ним никогда не приходилось переделывать. Но главная его особенность крошилась у него в карманах рабочего комбинезона. Каждое утро Витя покупал недорогую ливерную колбасу, сухой корм или просто собирал дома остатки вчерашнего ужина. За задним двором супермаркета, возле мусорных контейнеров и теплотрассы, его всегда ждала усатая и хвостатая братья. Бездомные кошки и собаки стекались к погрузочной рампе, едва завидя знакомую фигуру в синей робе. «Опять зоопарк кормишь, Витек?» — раздался за спиной гнусавый голос. Это был Игорь, напарник Вити. Если бы нужно было найти полную противоположность Виктору, Игорь подошел бы идеально. Худой, вечно взъерошенный, с постоянно недовольной гримасой, он относился к работе как к тяжелой отбываемой каторге. То у него спину прихватит именно тогда, когда приедет фура с мешками шпаклевки, то он уйдет на получасовой перекур в самый разгар смены. Но больше всего Игорь ненавидел уличных животных. «Тебе делать нечего, они же заразные!» Игорь брезгливо сплюнул на асфальт, наблюдая, как Витя аккуратно кладет кусочек колбасы пестрому коту с рваным ухом. «Наплодил тут блошатник. Их травить надо, а не прикармливать. Только вид портишь магазину». «Они никому не мешают, Игорек», — спокойно ответил Витя, вытирая руки ветошью. «Холодно же на улице. Им и так достается, а нам от куска хлеба не убыточно». «Убыточно не убыточно, а бродяги, они и есть бродяги. Бесполезные рты», — буркнул напарник и скрылся за тяжелой пластиковой шторой склада. День выдался безумным. Из крупной оптовой фирмы поступил огромный заказ. Несколько тонн сухих строительных смесей, гипсокартон, утеплитель и метры трубопровода. Все нужно было отгрузить строго до 3 часов дня, иначе магазин попал бы на внушительную неустойку. Витя работал без продыху. Его роба насквозь промокла от пота, несмотря на прохладную погоду. Игорь же, напротив, больше имитировал бурную деятельность, переставлял пустые поддоны и постоянно сверялся с часами на телефоне, тихо проклиная начальство и покупателей. Около полудня, когда мужики загружали очередной борт, со стороны парковки послышалось тихое, робкое поскуливание. Из-за угла вынырнул пес. Это было печальное зрелище. Беспородный, грязно-рыжего окраса, весь в подсохшей грязи и репьях. Ребра отчетливо выпирали сквозь свалявшуюся шерсть, а хвост был поджат к самому животу. Пес не проявлял никакой агрессии. Он просто подошел на безопасное расстояние, сел на холодный асфальт и стал молча наблюдать за работающими людьми. Его огромные, карие, полном суровой тоски глаза были прикованы к коробке с обедом, которую Витя опрометчиво оставил на деревянном поддоне. «Ах ты, тварь! Пошел вон отсюда!» — взревел Игорь, заметив непрошеного гостя. Он схватил обрез деревянной рейки и замахнулся на собаку, громко затопав ногами. Пес отпрыгнул, как ужаленный. В его глазах вспыхнул дикий животный страх. Он поджал уши, выпустил жалкий визг и, скользя лапами по мокрому асфальту, стремительно удрал за стоявшие неподалеку контейнеры. «Ты чего орешь-то?» — поморщился Витя, перехватывая мешок с цементом. «Он же просто стоял. Не цапнул тебя, не зарычал».
Ага, жди, пока цапнет. Мешаются тут под ногами паразиты. И еще раз увижу, камнем зашибу, зло ответил Игорь, бросая рейку на землю. Наконец наступил долгожданный перерыв. Игорь, захватив кошелек, сразу ушел в гипермаркет на первом этаже покупать горячую шаурму и энергетики. Витя же предпочитал домашнюю еду. Он остался на складе, устроил себе импровизированный стол из чистых поддонов, расстелил газету и достал из контейнера свой обед. Сегодня жена приготовила ему с собой сытные гречневые котлеты с тушеными овощами и пару кусков ржаного хлеба. От еды еще шел легкий порок. Витя только успел поднести вилку к рту, как услышал легкий шорох. Из-за стеллажа с утеплителем снова показалась та самая рыжая морда. Пес действовал очень осторожно. Сделав 2 шага, он замирал, припадал к полу и внимательно смотрел на человека, словно проверяя: не ударишь, не прогонишь. Пес остановился в 2 метрах от Вити. Мужчина посмотрел в эти голодные, полные надежды глаза и чувствовал, как сжимается сердце. Было видно, что животное не ело уже несколько дней. «Что, братишка, не сладко тебе?» Тихо, мягко проговорил Витя, чтобы не испугать собаку. «Досталось от моего напарника, да?» Витя посмотрел на свой обед. С одной стороны, после тяжелой работы физически хотелось есть. С другой, он просто не мог проглотить ни куска под этим умоляющим взглядом. «Ладно, держи. Тебе нужнее». Витя достал из контейнера большую котлету, ломоть хлеба и аккуратно положил на чистый обрез картонной коробки, отодвинув ее в сторону дворняги. Сам мужчина отошел на шаг назад, демонстрируя дружелюбие. Пес замешкался на секунду, недоверчиво поводя носом. Запах еды оказался сильнее страха. Он мгновенно подскочил к картону и буквально за 2 маха проглотил и хлеб, и котлету, даже толком не жуя. После этого собака подняла глаза на Витю, глубоко вздохнула, тихо вильнула хвостом в знак глубокой собачьей благодарности и, облегченно труся, убежала по своим делам за ворота складов. Витя улыбнулся, доел оставшиеся овощи, запил все чаем из термоса и снова взялся за работу. К концу смены погода окончательно испортилась. Днем шел мерзкий моросящий дождь, промочивший все вокруг, а к вечеру резко ударил заморозок. Нулевая температура мгновенно упала до -6. Город накрыл коварный, абсолютно прозрачный гололед. Асфальт превратился в настоящее зеркало. Закончив работу и попрощавшись с бранным Игорем, который уехал на автобусе, Витя решил пойти домой пешком. Жил он относительно недалеко, в частном секторе за промзоной, ходу было минут 20. Мужчина шел осторожно, мелкими семенящими шажками, стараясь выбирать обочины, где на лед надуло хотя бы немного листвы или песка. Ноги скользили, капюшон защищал от холодного ветра. Витя даже не догадывался, что на расстоянии 10 метров за ним, бесшумно перебирая лапами, идет тот самый рыжий пес. Животное держится в тени деревьев, будто охраняя своего благодетеля. До дома Вите оставалось пройти всего 1 неосвещенный переулок. Злосчастный участок дороги у старого гаражного кооператива имел небольшой уход под уклон. Витя сделал неосторожный шаг. Правая нога мгновенно поехала вперед, левая подогнулась. Мужчина потерял равновесие, взмахнул руками, пытаясь ухватиться за воздух, и со всего размаха рухнул навзничь. Звук удара головой о промерзший, как камень, асфальт выбился глухим эхом в тишине переулка. В глазах Вити на мгновение вспыхнули яркие искры, а затем навалилась непроглядная, липкая тьма. Мужчина потерял сознание. Темнота и тишина. Витя лежал неподвижно на ледяной дороге, и холод уже начал проникать сквозь его одежду. В такую погоду человек, потерявший сознание на улице без помощи, обречен. Переохлаждение наступает крайне быстро. Пес, шедший сзади, углядел падение. Он в несколько прыжков преодолел расстояние и подбежал к лежащему мужчине.
Сначала собака тихо заскулила, ткнувшись влажным носом в ладонь Вити. Рука была холодной и не реагировала. Тогда пес начал с силой облизывать лицо мужчины, пытаясь привести его в чувство своим горячим языком и вернуть к жизни теплой слюной. Но Витя продолжал лежать без движения. Почуяв неладоброе, пес поднял голову к темному небу. Из груди дворняги вырвался громкий, отчаянный, раскатистый лай. Пес не просто лаял, он буквально звал на помощь, то и дело подбегая к выходу из переулка, вздрагивая и возвращаясь обратно к Вите. Прошло минут 5. Лай, разносившийся по замерзшему частному сектору, наконец привлек внимание. Из ворот ближайшего дома вышли 2 мужчин, соседи, выгуливавшие домашнего терьера. «Что там за переполох? Кого там разрывает?» — пробормотал один из них. «Смотри, там пес крутится возле кого-то. Бежим быстрее, похоже, человеку плохо». Мужчины подбежали к месту происшествия. Рыжий пес не стал на них бросаться. Напротив, он отступил на пару шагов, словно освобождая дорогу, но продолжал громко и тревожно скулить, указывая носом на неподвижное тело. «Городской? Да это же Витька из строительного!» — узнал его один из соседей. «Голова разбита, пульс есть, но слабый. Срочно вызывай скорую!» Витя очнулся уже в теплой палате городской больницы. В носу стоял стойкий запах антисептиков и лекарств. Голова раскалывалась от тупой боли, а на затылке ощущалась тугая повязка. Рядом на стуле сидел пожилой врач-травматолог в очках с толстыми линзами. Заметив, что пациент открыл глаза, он улыбнулся и посветил фонариком ему в зрачки. «Очнулись, богатырь? Ну и напугали вы своих соседей», — мягко произнес доктор. «Легкое сотрясение мозга и ушиб затылочной части. Жить будете, даже швы накладывать не пришлось. Но вам очень, очень повезло». «Что произошло?» — тихо спросил Витя, проведя рукой по повязке. «Я помню, как упал, подскользнулся». «Вы упали на льду и потеряли сознание. На таком морозе получаса хватило бы за глаза, чтобы замерзнуть намертво». Доктор опирался на спинку стула и смотрел на Витю с искренним изумлением. «Но у вас оказался удивительный ангел-хранитель. Мне фельдшер скорой рассказал, какая-то уличная собака подняла такой гвалт на весь переулок, что соседи прибежали. Причем фельдшер говорит, пес никого к вам сначала не подпускал, кроме врачей. А когда вас в машину погрузили, побежал вслед за скорой прямо до ворот больницы. Сейчас, кстати, там под окнами приемного покоя сидит, ждет». Витя замерз на секунду. Пред глазами встал этот день. Худой, грязный, рыжий пес, отгнанный Игорем, голодный взгляд и та самая котлета на картоне. Мужчина закрыл глаза, и по его щеке покатилась скупая слеза. На душе стало невероятно тепло. Добро, которое он беспечно бросил в мир, вернется к нему в ту самую минуту, когда жизнь висела на волоске. «Доктор», — голос Вити зазвучал твердо, несмотря на слабость, «а когда меня выпишут?» «Ну, пару дней под наблюдением посидите и отпустим домой», — ответил врач. «Вы можете передать медсестрам, чтобы они этого пса не прогоняли? И пусть дадут ему что-нибудь поесть из столовой. Скажите, я все оплачу». Доктор тепло улыбнулся и кивнул. «Не волнуйтесь, Витя, наш персонал его уже подкормил. Таких спасателей у нас уважают». Через 3 дня Витя выходил из дверей больницы. Голова еще немного гудела, но на душе было светло. Едва тяжелая дверь приемного отделения закрылась за его спиной, из-за скамейки поднялся рыжий пес. Он был все такой же взъерошенный, но глаза его больше не выражали страха. Витя присел на корточки, протянул к нему 2 большие добрые ладони и тихо сказал: «Ну что, напарник, пошли домой? Насовсем?» Пес радостно тявкнул, подбежал к Вите и уткнулся мокрым носом прямо в его ладонь. Больше на улице ему ночевать не придется.